Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый французский яблочный пирог с франжипаном или также яблочный тарт с франжипаном «Букет роз». Пирог получается необыкновенно просто вкусным, очень красивым, очень сочным, с огромным количеством яблок. Готовится он из простых и доступных продуктов. Готовить я его буду даже без применения какого-либо миксера. Покажу два рецепта франжипана, то есть классический его рецепт и с кремом патиссьер. Все покажу и расскажу в этом видео. Сначала я приготовлю песочное тесто для основы. 150 грамм холодного сливочного масла из холодильника натираю на терке. Туда же я добавляю 8 грамм ванильного сахара, 75 грамм сахарной пудры, также небольшую щепотку соли. Просеиваю туда 250 грамм муки. Перемешиваю сейчас все это, чтобы масло перетерлось с мукой и другими ингредиентами. Вы, конечно, все это можете замешивать миксером, но такой красивый вкуснейший пирог можно сделать и вообще без миксера, как я это показываю в видео. Добавляю туда сейчас одно яйцо среднего размера, желательно тоже из холодильника, чтобы вся масса была холодная. Все это перемешиваю до однородности. Тесто очень такое податливое получается, практически уже не липнущее к рукам. И убираю его в холодильник. Пока я буду готовить начинку, яблоки, оно как раз охладится. И готовлю сейчас крем патиссьер. Здесь у меня 5 грамм кукурузного крахмала, 25 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара. Все это я перемешиваю. Готовлю я здесь очень маленькую порцию в расчете именно на диаметр формы. Один желток я туда добавляю, белок мне здесь не понадобится. Все перемешиваю. Она очень хорошо перемешивается, эта масса с желтком. До растворения сахара перемешать не получится, это нормально. Здесь в ковшике у меня 120 мл молока. Добавляю желтковую смесь к молоку. Очень хорошо перемешиваю до растворения сахара и желтка. И иду сейчас уваривать эту смесь до закипания и до загустения. В принципе, мы здесь готовим заварной крем, но в очень маленькой пропорции. Сейчас на умеренном огне в ковшике с толстым дном и довожу всю эту массу до кипения. Как только масса закипит, провариваю буквально 10 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в крупную достаточно емкость, где я уже буду замешивать всю массу с франжипаном. То есть крем патиссьер мы приготовили. И сейчас я вмешаю туда франжипан. Готовится он элементарнейшим образом. В горячий крем патиссьер я добавляю 50 грамм молотого миндаля. Здесь у меня не миндальная мука, это такой достаточно грубого помола миндаль. Все это я перемешала прямо с горячим кремом патиссьер, чтобы миндаль немножко заварился. Я вот люблю так делать, чтобы миндаль стал нежнее в начинке. 40 грамм сливочного масла, 50 грамм сахарной пудры, одно яйцо среднего размера я добавляю к маслу. Небольшую щепотку соли я туда добавила. Все это я перемешиваю просто до однородности. Взбить здесь ничего не получится, это нам и не нужно. Добавляю сейчас уже к крему. И перемешиваю. Начинка, в принципе, уже готова. Вот так быстро она готовится. И отставляю в сторону. Классический рецепт франжипана я покажу в самом конце видео. Он готовится еще проще, чем этот крем. У классического франжипана очень насыщенный такой масляный вкус, и в основном французские кондитеры делают именно вот такой вариант с кремом патиссьер. Поэтому я показываю оба варианта. Здесь у меня 1,5 килограмма яблок. Яблоки я беру с красной кожицей и такие кисло-сладкие, но не экстремально сочные эти яблоки. Натираю сейчас на терке мандолина. Там будут, естественно, какие-то обрезки. И это нормально. Если у вас нет такой терки, вы, естественно, можете яблоки нарезать ножом, но на дольки не более 2 мм в толщину. Это очень важно. Заливаю в яблоки 300 мл воды, потом 100 грамм сахара и еще 200 мл воды, чтобы просто сахар смыть. И в общей сложности пол-литра воды. И сок одного лимона. Лимон выжимаю прямо в яблоки, потому что они у меня без косточек, эти лимоны. Если у вас яблоки не слишком кислые, добавляйте тогда больше сока лимона. И я ставлю сейчас эти яблоки на плиту и довожу их сейчас до кипения под крышкой. У меня уже тесто охладилось, пока яблоки закипают, я его сейчас раскатаю в пласт и сразу выложу в форму. Делается это очень просто и быстро. Сейчас при помощи вот такой пластиковой доски я переношу все это уже в форму. Форма у меня здесь для выпекания, в принципе, песочного теста. У этой формы дно 24 сантиметра, а верхняя часть формы 28 сантиметров в диаметре. Небольшой обрезочек песочного теста у меня остается, я их всегда собираю, замораживаю и при надобности использую дальше. Яблоки у меня закипели, я сняла крышку.
30 секунд буквально я их провариваю, так слегка я их придавливаю и сразу же снимаю с огня. Ничего дольше здесь варить нельзя, иначе они превратятся просто в кашу. То есть вот смотрите, они должны слегка вот так свисать. И нужно помнить о том, что яблоки даже в процессе остывания будут размягчаться от собственного пара. Все, нужно уже снимать. Снимаю, выливаю сразу их на сито. Выливать нужно, конечно же, аккуратно, чтобы яблоки не повредились. Естественно, какие-то повредятся яблочки, но это нормально. Сейчас всю начинку я уже выливаю на песочное тесто. Ни в коем случае больше начинки здесь делать нельзя, потому что потом она просто может распространяться над яблоками. То есть здесь идеальная пропорция вот именно для этой формы. Сейчас я сразу, так как яблоки у меня уже подостыли, начинаю уже формировать розочки. Вот таким способом, когда мы дорожку из яблочных долек вот так вот выкладываем, все это знают, я думаю, она получается не такая устойчивая, эта дорожка. Поэтому я это не делаю, и я простым способом в руках формирую сначала основание розы. Это делается тоже очень быстро, но тогда роза будет стабильная, и она будет очень красиво смотреться. То есть основание я сделала в руках, буквально несколько лепестков, и остальные все лепестки я уже ставлю прямо в начинку. И с помощью вилочки я буду формировать дальше эти лепестки. То есть, в принципе, это делается все очень просто. Естественно, лепестки делаем в шахматном порядке, чтобы на вид это была у нас такая классическая роза. Здесь просто нужно приспособиться. На выкладывание роз у меня ушло примерно полчаса. То есть процесс это довольно трудоемкий. Но такой пирог, он, конечно же, готовится на какой-то праздник, либо же к приходу гостей. Но можно просто вот так же приготовить эти яблоки, выложить их более хаотично и приготовить просто к чаю. Так как мы делаем именно букет роз, я выкладываю 6 крупных роз, между ними чуть помельче, и уже все пространство оставшееся я заполняю бутончиками, чтобы вот этот букет смотрелся естественно. Можно, конечно же, огромным количеством маленьких бутончиков заполнять все пространство, но этот процесс займет больше времени. Знаю уже из опыта, смотрится все равно букетом красивее, чем вот когда маленькие-маленькие бутончики натыканы. Но это на ваше усмотрение. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Выпекать я этот пирог буду первые 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия без конвекции. И потом последующие еще плюс 20 минут, также при температуре 180 градусов Цельсия, но уже с конвекцией. Естественно, время и температура выпечки полностью зависит от особенностей духовки. Убираю сейчас выпекаться на среднем уровне. Вот столько у меня осталось яблок. Итак, пирог у меня испекся. Все идеально пропеклось. Даю ему сейчас остыть уже в форме. Здесь у меня 1 столовая ложка абрикосового джема. Джем беру однородный, без остатков кожицы. Пока еще пирог у меня не остыл, я смазываю абрикосовым джемом все яблочки, а также само тесто и франжипан, то есть ничего здесь страшного с ним не произойдет. И благодаря нанесению абрикосового джема пирог будет очень блестящим, блеск этот не исчезает и на следующий день, и по вкусу он дополняет как бы пирог. Посыпаю сейчас фисташковой крошкой. И также акцентами, это как бы у нас листики, вот эти зеленые фисташки, они у меня здесь не очень такие зеленые, не насыщенные, но все равно это как бы листья. И акцентами я посыпаю сахарной пудрой, как бы имитируя тем самым веточки гипсофилы в букете с розами. Вот такой превосходный, замечательный пирог у меня получился. Он прекрасно держит форму, он прекрасно транспортируется, этот пирог. Сейчас я покажу разрез этого пирога, и в конце видео, как я обещала, я покажу классический рецепт франжипана. Он готовится еще проще, чем вот ту начинку, которую я показала, но на вкус чистый франжипан – это очень насыщенная ореховая масса, то есть это миндальный, по сути, крем на сливочном масле. Обычно я его использую только для очень такой кислой, насыщенной начинки, типа как для абрикосов, слив, вишни. То есть очень такая должна быть понасыщеннее начинка, чем яблоки. Сейчас я вот такими пропиливающими движениями, чтобы не повредить внешний вид лепестков, они, естественно, все идеально пропеченные, потому что мы их проварили уже заранее, разрезаю. Нарезается он прекрасно на очень красивые кусочки. То есть в каждом кусочке будет своя розочка. Начинка эта напоминает нежнейший чизкейк по вкусу с легким миндальным вкусом. Если у вас нет миндаля, вы можете использовать другие орехи, но уже будет у вас вкус именно того ореха, который вы используете.
Прекрасно надламывается вилкой, как вы видите. Необыкновенно вкусный и очень красивый пирог. По вкусу и красоте ничем не уступает торту. И сейчас я покажу вам классический рецепт франжипана, как я и обещала. 80 грамм размягченного сливочного масла, 8 грамм ванильного сахара, 90 грамм сахарной пудры. Все это я перемешиваю просто до однородности. Можно миксером взбивать. Туда же я добавляю 100 грамм молотого миндаля. Просто грубого помола здесь у меня миндаль. Перетираю все это до однородности. Также добавляю небольшую щепотку соли. Добавляю туда 2 яйца небольшого размера, то есть общая масса 2 яиц без скорлупы. Здесь у меня 90 грамм примерно, не больше. Перемешиваю просто до однородности, чтобы не было комочков. Классический франжипан уже готов. Естественно, вкус классического франжипана с детства нам непривычен. Очень насыщенный, масляный такой миндальный крем. Поэтому для этого тарта берем франжипан с кремом патисьер. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.